Всех приветствую на канале независимого партнера компании Herbalife Nutrition. Я давно хотел раскрыть эту тему ассоциаций, почему все-таки Herbalife ассоциируется с снижением веса, похудением веса. Ну, у большинства людей, да, если так спросить, Herbalife это похудение. Коктейль, похудение, Herbalife. Где-то около того. Сейчас нас окружают тысячи разных брендов, и у нас четко за каждым закрепились определенные ассоциации. Ну, например, да, Apple, вы знаете, это айфоны. Компания Samsung мало у кого ассоциируется со строительством зданий, да, это все-таки какая-то бытовая техника. Ну и так далее. Автомобили тоже есть свои бренды, и вы их знаете. Так все-таки почему компания Herbalife ассоциируется с похудением? Хотя, если разобраться вообще, что это за функциональное питание и что в него входит, и все-таки это не для похудения, это для того, чтобы человек себя лучше чувствовал. В принципе-то, да, для наших клеток, для нашего организма это, в принципе, нужно каждому человеку, вообще независимо от возраста. Каждый человек должен стараться свой рацион сбалансировать. Ну и исходя из этого, мы уже смотрим, какие продукты все-таки мы выбираем, а какие, ну скажем так, избегаем. Так вот, свой рацион дополнять можно разными продуктами. Как с бензином. Есть качественный бензин, есть некачественный бензин, да, и мы можем заправлять машину либо тем, либо другим. И она будет ездить, но все-таки некачественный бензин быстрее испортит машину. Здесь, я думаю, сравнение понятно. И с питанием, с функциональным, те же самые аналогии. Вот смотрите, если вы не видели еще вот это видео, обязательно посмотрите, я там подробно объясняю. Все-таки какая связь должна быть питания и хорошего самочувствия, вообще фигуры, ну, в принципе, здоровья, да, долголетия. Когда человек у нас потребляет функциональное питание, которое легко усваивается, которое содержит все необходимое для того, чтобы в определенное время этот продукт попал в организм, с утра завтрак должен быть правильный, ни углеводы не должны быть никакие, небольшой калорийный завтрак, легкий, белковый, с микроэлементами, достаточно в утренние часы, достаточно жидкости должно быть. Вот это нужно организму, если мы смотрим, как протекают биологические процессы и отталкиваемся от них. Это нутрициологи, ведущие нутрициологи мира вам подтвердят, что именно так надо. Есть при Калифорнийском университете институт питания. Вот как раз-таки они занимаются изучением вообще вот нутрициологии, как это и в какое время организму нужно, учитывая биоритмы, разные возраста и даже локацию, да, где человек живет в принципе. Есть Всемирная организация здравоохранения, которая также говорит нам, что нужно есть определенное количество белков, углеводов, жиров, исходя из движения современного человека, образа жизни в том числе. Поэтому, если мы будем смотреть с другой стороны, зачем вообще продукты Herbalife вообще и были изобретены? Это изначально концепция для того, чтобы помочь человеку, да, вот это я про основу говорю, да, вот тот момент, когда компания была основана, и вот людям с лишним весом нужно было помочь белковыми продуктами, которые дают чувство сытости при минимальной калорийности, потому что белок всегда дает чувство сытости. И в продуктах Herbalife действительно сами все продукты, они низкокалорийные. Но смотрите, когда человек имеет в рационе низкую калорийность, да, при достаточном насыщении, он еще не просто этот белок потребляет, он еще и другие продукты потребляет. В компании Herbalife не только один коктейль, как вы знаете, есть разные продукты. Ну и вот таким образом это помогает человеку снизить калорийность. Все вы знаете, что при снижении веса нужно калорийность снизить, но не сильно снизить, а на определенное количество процентов. Если слишком снизить, вес не будет снижаться, ни в коем случае даже набираться может будет. Поэтому нужно
заменить 1 или 2 приема пищи утром и вечером, да, поздний вечер самая проблема, потому что у многих людей как раз-таки в это время и случается переедание или повторение обеда, или еще раз поужинали. Вот это плохо. А когда мы заменили, мы калорийность убрали маленечко, да, и сытость дополнили. Вот и все. Здесь вот и этот момент закрепился у людей, потому что вот продукты помогающие продукты снижения веса, вот сами белковые коктейли, заменители пищи полноценные, они вот и выстроили такую ассоциацию, что Гербалайф похудение. Но хотя, если взять, допустим, разные категории людей, спортсменов, они не худеют, они пользуются такими же продуктами Гербалайф, но даже набирают вес. Допустим, я лично набирал мышечную массу, плюс 5 килограмм сухой мышечной массы. Плюс, да, тренировки, это все понятно, но это контроль аппетита, это контроль углеводов. Прежде всего, если не есть белок, вы будете передать углеводов, либо жиров 100%. Процесс замещения такой происходит. Как вы ни крутите, вы калорийность вы будете наедать, но чем-то другим. И просто человеку, который не снижает вес, калорийность просто из других продуктов будет больше. Нужна потребление, чтобы у него была. Вот и все. Здесь все предельно просто. Но, и вот смотрите, закрепилось снижение веса, ассоциация такая. Но мало кто знает, что в компании есть и косметика премиум класса. Почему она не закрепилась как ассоциация с Гербалайф? Вот есть серия Skin, это косметика премиум класса, она качественная, она конкурирует со всеми ведущими косметиками, даже некоторых превосходит. Многие не знают то, что есть такая косметика, она действительно стоит своих денег, и она стоит немало. Так вот, почему она не закрепилась? Да все просто, потому что людей с лишним весом в сотни раз больше, чем тех людей, кто пользуется, даже в миллионы раз, я бы сказал, чем те, которые пользуются косметикой. Вот и все. Каждый третий человек по статистике имеет избыточную жировую массу. Миллионы людей имеют ожирение. Это все вот этим объясняется. Поэтому аудитория просто тех людей, которые имеют проблемы в силу неправильного питания и изменения образа жизни вследствие получившие лишний вес, лишний жир или еще какие-то у них были нюансы, то есть что привело к избыточному весу. Вот и они стали потребителем, массой потребителей, вот и все. Поэтому у людей ассоциация вот таким образом. Но если вы до этого меня смотрели, мои видео смотрели, я рассказывал, что есть программы по питанию, конкретные программы и для мужчин, и для женщин, и по целевым направлениям. Есть и для спортсменов, есть и для пенсионеров, есть при разных ситуациях. Посмотрите, вот сейчас на слайде я приведу пример, и вы увидите, какие вообще программы у нас существуют для того, чтобы выбрать для себя ту программу, которая будет решать конкретно вашу задачу. Вот и все. Надеюсь, вот эта ассоциация в скором времени отойдет. Но да, людей по-прежнему не становится, точнее, меньше тех людей, которым нужна помощь в снижении веса. Статистика, она все хуже и хуже. Когда-нибудь, возможно, да, у людей поменяется вот этот вот стереотип, это ассоциация, и она просто закрепится как сбалансированное питание для современного человека. Я думаю, здесь больше добавить нечего. Если у вас есть какие-то другие мысли, вы можете оставить их в комментарии. И моя просьба, если вас интересует какой-то конкретный вопрос, или вы хотите мне посоветовать темы для разбора, возможно, по продуктам чего-то надо вам рассказать, или какие-то нюансы в применении, у меня скоро рубрика появится «Будем готовить из продуктов». Да, я еще не придумал название, но идея есть. Я вам покажу, что можно приготовить, используя продукты компании Herbalife Nutrition, полезные вкусности, которые мы используем. У нас есть кулинарные книги, и мы будем их применять, и я буду для вас снимать
видео. Поэтому, если есть темы у вас, идеи, пишите их в комментариях. Если вам нужна помощь, обращайтесь непосредственно уже ко мне в личку, пишите в Telegram или пишите в WhatsApp. Я на ваши вопросы буду отвечать. Если вы захотите, мы будем работать над решением вашей проблемы и использовать продукты компании Herbalife и получать лучшие результаты. Все, всем до скорых встреч, увидимся, пока.